Сергей Евгеньевич, вам, наверное, не понравится, но я вынужден критиковать. Вот ведь начинается, видите, в сельском клубе. У меня не баян, погромче. Погромче вам. А вот сидящие здесь, у них очень тяжело, им очень неприятно это. Нам потише нужно, подальше встаньте от микрофонов, подумайте о своих товарищах. Так вот, можно задавать вопросы министру любые, но на них ответы дают каждый день все радио, телеканалы. Неужели вы радио, телевидение не смотрите? Ну, каждый день это все говорят подробно на всех ток-шоу, и депутаты то же самое в такой формулировочке министру. Или вы надеетесь, что министр скажет что-то другое, кроме того, что он говорит на всех пресс-конференциях. Или президент каждый день об этом говорит на всех форумах. Поэтому здесь ошибки, Сергей Викторович, не ваш адрес. Вы один из лучших министров, лучше, чем, может быть, Молотов и Громыко. Но сегодняшние проблемы, они же тянутся туда. Мы зачем американцам помогали в борьбе за независимость? Мы зачем послали туда флот? Пусть бы они бились с британцами и с французами. Это не наш вопрос. Нет, мы туда полезли. А теперь они командуют, они хозяева планеты. Это мы их сделали. Мы с вами бьемся с Европой. Направление неправильно выдвинуто. Сотрудничать обязательно. Но это не должно быть главным направлением. Европа не хочет, чтобы мы были частью Европы на равных. Поэтому нам нужно двигаться только на юг. Там нас ждут, там хотят, там что-то мы можем получить. То есть нужна эффективность внешней политики. Наполеон ждет Александра Первого на переговоры. Он не едет. Что, дипломаты не могут убедить его? Ну зачем всю страну разорит Наполеон, а ты не хочешь поехать на переговоры? В первую очередь переговоры. И Наполеон не вошел бы в Москву вообще бы. Все можно было договориться там. И дать эту независимость или автономию Польши, мы ее вообще потеряли. Это враг наш сегодня. Ну, зачем бьемся с турками 30 раз? По указке из Лондона. Это зачем мы делаем? Это Лондон дирижирует, так сказать. А мы вот бежим, русские солдаты. Миллионы солдат положили. Османская империя сама рухнула. Мы зачем начинаем Первую мировую войну? Что-то там сербы, Австро-Венгрия, там Фердинанд. Это не наш вопрос. Нам из Берлина сказали, отмените мобилизацию. Отменить мобилизацию. Мы не воюем. Не хотим отменять мобилизацию? Хорошо, воюем. Но на Южном фронте. Кавказский фронт. И русская армия доходит до Стамбула. Во главе с Юденичем. Вместо этого боремся на Западе, и нас бьют по ушам. И мы отступаем, Петроград, революция. Это вот внешняя политика. Если нас втянули в войну, как французы, давайте, британцы, странная война, не воюем. Вот окопы есть, все, не стреляем, ничего. Пусть они Париж берут. Пусть они Париж берут, немцы, они бы с удовольствием взяли Париж. Мы посылаем туда 40 тысяч русских солдат. Зачем? Спасаем Париж. Они нас спасли когда-нибудь? Никогда и нигде. Поэтому 2 корпуса, 40 тысяч. И там полегли ребята. За что? За какую свободу? Афганистан. Правильное направление. Южное направление. И царь туда шел, и советская власть. Но нельзя с армией входить. Атеистического государства под красными знаменами. Ну хорошо, вошли, сидите в казармах. Нет, вы будете водную реформу проводить. Вы тут о женщинах подумали, чедру снимать. Какое ваше дело в чужой стране? Вы обозлили население местное. Все, ошибка ведь, ошибка. Грузия, это уже совсем близко, Сергей Викторович. Почему бывший министр иностранных дел, не буду фамилию называть, один покойный, другой, так сказать, где-то работает сейчас. Едете, спасаете Саакашвили, помогаете Саакашвили прийти к власти. Шеварднадзе отодвигаете, Абашидзе увозите из Аджари. Это зачем делается вообще? А потом мы воюем с ними в Цхинвале. Это уже сейчас вот. Что, ошибка опять? Нет, потому что у одного из министров грузинская кровь. И он делает все в пользу Грузии, против Абхазии и Аджарии. Это уже кадровый вопрос. Любой министр иностранных дел не должен иметь какие-то отношения теплые с каким-то народом. Как большая беда Сталина и Берии, что они были из Грузии. Если был бы Киров и Чкалов вместо Берии, как планировалось, у нас было бы меньше репрессий, меньше проблем. Это тоже имеет значение. Шеварднадзе зачем стал министром иностранных дел? Он что, хотел внешнюю политику сделать лучше? Нет, он хотел развалить СССР и стать президентом независимой Грузии. И сделал это. А кто помог? Горбачев, Москва, Кремль. Я выступал тогда так же. Моему начальнику объявили выговор на партбюро.
неправильное понимание кадровой политики ЦК КПСС. Она неправильная была, она была преступная. Наконец, последнее, у меня тут осталось несколько секунд. Украина. Ну, покойный посол, завалил все, он покойный. А нынешний вы что-то вы держите там, этого Зурабова. Немедленно отзовите Зурабова оттуда и накажите его. И направьте туда нормального посла. Мы с вами проиграли в Украине. Именно из-за внешней политики. Добавьте минуту. Добавьте минуту, да. К вам, Сергей Викторович, вы очень хороший министр, поэтому мы к вам с самым большим уважением. Но я считаю, что если мы глобально не оценим аспекты внешней политики царской России и советской, то сегодня мы будем удивляться. Русская армия подошла к Ираку в 1916 году. Вот когда мы решали проблемы Юга. Тогда еще подошли мы, 100 лет назад. И сейчас продвигаемся. Все, 100 лет мы все идем. И теряем солдат, и теряем наши деньги. Ну, сколько всего было сделано. Из Ирана зачем мы ушли? Отдайте пол Восточной Европе Лондону. И они согласятся, что мы остаемся в Северном Иране. Турки говорят, забирайте Карс и Эрдоган. Мы не забираем, потому что это будут армянские территории. А Сталин не хочет армянам ничего давать. Это ошибки. Их очень много было, их нужно учесть. И я уверен, что мы сегодня уже практически этих ошибок не делаем. И в будущем мне бы хотелось более жесткую позицию во всех внешнеполитических вопросах.